Вітаю, шановні друзі! У попередній частині відео ми з вами почали розбиратись, звідки на наші християнські головним чином голови взявся так званий треклятий московський патріархат, який замість того, щоб засудити Путіна за розв'язану ним криваву війну, усіма силами підтримує рашистських нелюдів, освещает ракеты, разрушающие наши города, благословляет путинских наемников, занимающихся убийством соседей христиан за рубли, которые сегодня образуются исключительно из китайских юаней. Сколько там сегодня обещают этим ублюдкам подъемных? 2 миллиона или уже 3? Почем на Россиюшке-матушке нынче продажные душонки крепостных? Прайс за 4 лимона перевалил на аукционе загубленных душ. И довольно скоро мы с вами выяснили, что ждать хоть чего-то хорошего от РПЦ нельзя. Ибо эта сомнительная во всех смыслах контора выросла непосредственно из сталинских органов, как тогда с гордостью называли ОГПУ НКВД, которые РПЦ и курировали после того, как Сталин ее возродил или выродил в 1943 году, аккурат перед освобождением в лапках Украины. В том смысле, что гитлеровский концлагерь сменился сталинским. Кем был товарищ Сталин, это даже обсуждать неудобно. Это был кровавый диктатор, уничтоживший миллионы людей, которым просто не повезло родиться в его проклятую Богом эпоху. Впрочем, и до своего чудесного возрождения РПЦ, скажем так, не блистала. И задолго до Сталина с его ГУЛАГом эта же контора с тем же рвением обслуживала всероссийский царизм со всем его мракобесием, крепостничеством и прочими убожествами и гадостями. А до него московский царизм с Иваном Грозным, а до него царизм ордынский. Ордынская ига, откуда все вышеперечисленные формы государственного управления и вылупились много столетий назад. Или не так уж много, что для мировой истории каких-то 7 веков, отделяющих нас от карательного похода Александра Невского, Алекса Неврюя, на город Владимир. Но прежде чем вплотную заняться этой мрачной историей и установить, а не помогала ли ордынскому царевичу Алексею Неврюю Российская Православная Церковь сделать ордынское ярмо хоть чутка симпатичнее, чтобы его приятнее было носить, предлагаю все же для начала обсудить, откуда, собственно, взялись католики и откуда взялись православные. Ну и кто, разумеется, главнее, Вселенский Патриарх или Римский Папа, и кто из них был главнее в незапамятные времена, когда христианство только-только зарождалось. Как, где и при каких обстоятельствах оно появилось на свет, вероятно, известно всем. Его принес в наш мир Иешуа Ганодзри, Иисус Христос, еврей из Галилеи, на севере современного Израиля. С момента его рождения мы отсчитываем нашу эру. В те времена эти территории входили в состав Римской империи в качестве восточных провинций Сирии, а потом Иудеи. Римляне несколько раз меняли административные границы, возникнув на заре новой эры, которой оно, собственно, и положило начало. Христианство за следующие 2 столетия распространилось по всей империи и дальше на восток, далеко за ее пределы. И постепенно, от века к веку, из сравнительно малочисленной секты, члены которой говорили по преимуществу на арамейском языке, хоть сами Евангелия были изначально написаны на греческом, превратилась в господствующую имперскую церковь. Это был медленный, неотвратимый и очень непростой процесс. Христианская церковь пережила репрессии, сначала точечные, пока имперские власти не видели христианство в упор. Ну, секта как секта,
каких было много, и до масштабных при императоре Нероне, когда из христиан делали уличные фонари, обливали маслом, вешали на столбы и поджигали, кидали на арены церковь, на съедение львам. Способов умерщвления себе подобных у римлян хватало. Позже репрессии пошли на спад. Христианство завладело умами и сердцами большинства, включая правящее большинство, включая элиты, включая императора Константина Великого, того самого харизматичного правителя, который перенес столицу империи далеко на восток, за 2000 километров, из Рима в Византий, который переименовал в Константинополь. Это случилось в первой четверти IV века. Христианство стало господствующей религией империи. К этому времени административное устройство церкви в общих чертах уже сложилось. В крупнейших городах империи существовали христианские общины. Общинами руководили наставники или даже смотрящие, надзирающие, как буквально переводится с греческого слова «епископ». Согласно христианской традиции, первыми такими епископами стали непосредственно апостолы Христа, то есть его ученики, которые понесли его слово в массы. Именно поэтому первый век иногда называют апостольским периодом. Первым римским епископом или римским папой стал лично апостол Петр. Как старший по команде он отправился проповедовать в столицу, где его римляне и казнили, распяв до горы Ногамы. Перед смертью Петр передал священство своему преемнику вместе с кафедрой, которая с тех пор зовется престолом святого Петра или папским престолом. Греческую общину, гораздо позже перебравшуюся в Константинополь, основал апостол Павел. Павел, Савл, не является одним из 12 апостолов, поскольку он начинал карьеру в таком себе римском ОМОНе, где всячески преследовал и гнобил христиан. И только потом одумался, переобулся и сделался вторым по старшинству после Петра. Их обоих называют первоверховными апостолами. Правда, если Петра римляне распяли, то Павлу банально отрубили голову. Египетскую, то есть Александрийскую христианскую общину основал еще один апостол – Марк, автор одноименного Евангелия. Индийскую – апостол Фома и так далее. После того, как христианство стало господствующей религией, наследники апостолов, епископы, в дополнение к духовной власти над паствой, получили и политическое влияние, и серьезные бабки. Соответственно, между ними началась конкурентная борьба за финансовые потоки, часто завуалированные спорами теологического характера. Хотя, надо признать, в те времена теологические споры тоже периодически разгорались. Самые веские основания считать себя первой инстанцией, как вы уже догадались, имели иерархи, заполучившие римскую кафедру, то есть престол святого Петра. Это было справедливо. Их общину основал сам Петр. Кроме того, римские папы сидели в столице империи. По понятным причинам такой подход не слишком-то устраивал константинопольских архиепископов. Им тоже было что сказать. Точнее, им стало что сказать после того, как император Константин перенес столицу империи в город Византий. Общину в Византии основал, на минуточку, Андрей Первозванный, еще один апостол и брат Петра. К слову, в российской Википедии, которая буквально на глазах становится все более токсичной, утверждается, будто Андрей, кроме прочего, проповедовал в Новгороде. Это в 1 столетии. Московиты, да вы совсем бубо. Вавки в голове. Ну, спасибо, что хоть не на Воробьевых горах. В общем, в церковной иерархии следовало навести порядок.
И это было сделано в 381 году на Втором Вселенском Константинопольском соборе, созванном императором Феодосием. Собор закрепил за папами римскими безусловное первенство. Архиепископ Константинополя получил почетное второе место, выше Александрийского и Антиохийского, то есть сирийского. Римляне всегда оставались римлянами. Папа в Риме, архиепископ в Новом Риме, а остальные дальше по списку. И это было логично. Сразу после смерти Феодосия Римская империя распалась на две части – западную и восточную. В каждой половинке очутился свой император. Ими стали сыновья Феодосия. Они поделили империю по-братски. Старший, Флавий Аркадий, остался в Константинополе. Младший, Флавий Август, поехал в Рим, к папе римскому. Папа все равно оставался за главного. Тут никто ничего не менял. Спустя еще 60 лет, в 451 году, вождь римских федератов, то есть варваров на воинской службе, по имени Адаакр, сместил последнего императора Запада, Ромула Августа, но на трон не полез, а провозгласил себя Рексом, то есть королем, и одновременно наместником Константинопольского императора. Это событие принято считать концом Западной Римской империи. Те из нас, кто посещал уроки истории античного мира в 5 классе, обычно сразу вспоминают картинки с бородатыми дикарями, которые ломают статуи, грабят дворцы сенаторов и ловят по окрестностям патрицианок, разбежавшихся, куда глаза глядят. Это и так, и не так одновременно. С одной стороны, римская цивилизация действительно вступила в эпоху большой нестабильности, мягко говоря, и случалось всякое, вплоть до варварского разграбления городов. С другой стороны, не такие уж варвары были и варвары. Тот же Адаакр родился в империи и являлся римским полководцем. Он же в Рим не из Тувы прискакал и не из Улан-Батора. Понимаете? Не надо думать, будто Адаакр был полный дикарь. Дикарем не был и сместивший Адаакра уроженец Паннонии Теодорих, король остготтов из династии Амалов и, по совместительству, римский консул. Да и на поход против Адаакра его подбил не Уткин какой-нибудь, а лично восточно-римский император Зенон. Так что, я бы сказал, Западная империя переживала непростую трансформацию. Кстати, и Адаакр, и Теодорих были христианами и с большим почтением относились к римскому папе, который был их духовным отцом. И тут ключевой момент. Да, за рексами варваров стояли вооруженные до зубов отряды, а за римским понтификом стояло нечто гораздо большее – духовная власть. Папа считался главой всего христианского мира. Ни Теодорих, ни Адаакр ничем подобным похвастать не могли. И они нуждались в папе ничуть не меньше, чем папа в них. Только папа мог наделить власть этих, по сути, самозванцев легитимностью. Вы помните, как говорил Наполеон, штыками можно власть захватить, но на штыках тяжело усидеть. Наполеон, кстати, хоть и сделал карьеру революционного генерала, для коронации привез к себе в Нотр-Дам римского папу. Он прекрасно понимал, без папы нельзя. И вот сложилась парадоксальная ситуация. Сидел в захваченной варварами Италии какой-нибудь папа Геласий и преспокойно читал нотации какому-нибудь восточно-римскому императору Анастасию про превосходство церковной власти над светской. Так, Анастасий, слушай сюда. Причем слушай очень внимательно. И Анастасий возразить ничего не мог. Руки у него были для этого слишком короткие, ибо за понтификом стоял король Теодорих. И до побачення. В таких обстоятельствах
Римским папам и в ум не приходило перебираться в Константинополь под крылышко к императорам. А зачем? Варвары обеспечивали понтификам свободу действий, о которой константинопольский патриарх и мечтать не мог, сидя в прямой досягаемости императора. Статус-кво сохранился даже во времена императора Юстиниана Великого, когда Восточно-Римская империя пережила Ренессанс и заново присоединила давно утраченную западную часть территории в Северной Африке, Италии и в Испании. Но даже Юстиниан, который, точно как Иосиф Сталин, повсюду совал свой длинный нос, вмешиваясь и в литературу, и в теософские споры, и в архитектурные нюансы, и в налоговый кодекс, и в командование войсками, не только не покусился на римский престол, но и первый поклонился ему, велев константинопольскому патриарху пойти на попятную и снова подчиниться римскому папе. Еще до Юстиниана между Римом и Константинополем случился скандал, так называемая Аккитианская схизма, по ходу которой папа Феликс низложил патриарха, а тот в отместку вычеркнул имя понтифика из диптиха. То есть, если грубо, то далеко послал. Так вот, именно Юстиниан положил схизме конец, заставив патриарха умерить амбиции. Мы с вами сейчас именно о том Юстиниане говорим, который возвел в Константинополе свой знаменитый Софийский собор, ставший прообразом нашей Софии Киевской и, соответственно, всех прочих Софий Руси. Юстиниан уделял религии первостепенное значение, и он сделал все, чтобы сохранить действующий порядок вещей. Впрочем, ренессанс Восточного Рима длился недолго. Вслед за ним нагрянула чума, чудовищная пандемия. Это была настоящая катастрофа планетарных масштабов. Она забрала жизни миллионов людей, опустошив и Европу, и Азию. А стоило болезни отступить, как началась эпоха арабских завоеваний. Чума, как это ни странно, не коснулась их Аравии. И они, подняв знамя пророка, показали истощенным пандемией соседям самую натуральную Кузькину маму. Как выражался Никита Хрущев, сасанидский Иран, вечный противник Рима, пал у всех на глазах. Восточно-Римская империя устояла, но арабы ее очень здорово пощипали. А римляне, их у нас часто называют византийцами, хоть сами себя они называли именно арамеями, то есть римлянами, утратили все свои владения в Африке, включая Карфаген и Египет, а также все свои владения в Азии, и Армению, и Палестину, и Сирию. Все это было потеряно, причем вместе с церквями. Отрезанными оказались и Александрийский, и Антиохийские патриархаты. О чем говорить, византийцы еле-еле отстояли свою столицу, Константинополь. Им еще крупно повезло, что они очень вовремя изобрели греческий огонь. Учитывая, что с севера на арамеев наседали то авары, то болгары, империя очутилась на грани выживания. Словом, аукнулось ей затеянное Юстинианом собирание исконно римских земель. Запад, в свою очередь, пострадал от арабов, но гораздо меньше, если не считать гибель королевства вестготов в Испании. Оно было захвачено маврами, но дальше они не прошли. Франки под началом майордома Карла Мартелла нанесли им сокрушительное поражение в лесах у Пуатье. Чуть позже внук и тезка Мартелла, Карл Великий, избавил Восточную Европу от аварского каганата. На историческую арену вышли славяне. Сейчас многие утверждают, будто это случилось гораздо раньше. Вполне может быть, что и так, но принято считать, как я сказал. К славянам мы еще вернемся позже, чтобы посмотреть, как проходил процесс христианизации у них. А пока задержимся на минуту буквально на западе Европы и отметим
Появление столь масштабной политической фигуры, которой, безусловно, был Карл Великий, поставило престол святого Петра в сильнейшую зависимость от короля франков. А римских пап такое положение не устраивало, они к нему не привыкли. Но что поделать, Карл их защищал, он об этом сам говорил, он объявил себя защитником христианства. Папа Лев III в благодарность пригласил повелителя франков в Рим, где в базилике святого Петра короновал, провозгласив императором Священной Римской империи. Это случилось в 800 году, через 240 лет после смерти императора Юстиниана Великого, пытавшегося восстановить империю с противоположной стороны, из Константинополя. Действующий восточно-римский император, а точнее императрица Ирина, как и константинопольский патриарх, восприняли коронацию Карла прохладно. Естественно, ведь они считали его выскочкой, он же не был римлянином, но оспаривать действия папы не стали. Да они и не могли себе этого позволить. Не в том положении была Византийская империя. Ей сначала надо было отбиться от арабов. И, завершая на этом, хочу вам сказать, как видите, до IX века включительно руководителями христианской церкви являлись римские папы. Безраздельно. И на это у них были все основания. На этом, друзья, предлагаю устроить перерыв. В следующей части займемся вышедшими на политическую арену славянами. І посмотрим, хто їх крестив і як. А поки все. Дякую за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я і великої витримки. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. До побачення, друзі. Бережіть себе.